Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео мы будем приклеивать подошву на женских туфлях. Жена в них проходила 3 года, и вдруг она стала отклеиваться. Скорее всего, это связано со старением клея. Он начал сыпаться, и подошву необходимо приклеить. Для замены подошвы нам понадобится в первую очередь клей типа Дисмокол. Это хороший полиуретановый клей, который создает очень хорошее соединение, которое невозможно потом оторвать. Растворитель для обезжиривания, кисточка для нанесения клея, кусочек наждачной бумаги мелкозернистой и нож, если придется местами отрезать подошву. Туфли выполнены из кожзаменителя, имеют полиуретановую подошву. Здесь уже менялась набойка на каблуке. Проблема теперь в другом. Начала отрываться от верха подошва. В первую очередь необходимо оторвать подошву по максимуму в тех местах, где она отходила. Отходит она очень легко. Я вот тяну, и она буквально отрывается везде. Очень плохое клеевое состояние. Здесь есть немного синтепона. Его можно отрезать для того, чтобы подошва была мягче. Вот так легко снимается подошва. Каблук держится крепко за счет того, что он прибит гвоздями, поэтому я его отрывать не буду. Здесь видно, что подошва была приклеена строго по периметру, поэтому нам важно его почистить и приклеить также. Синтепоновую основу я трогать не буду, так как она слегка смягчает нагрузку на ногу и здесь в принципе не мешает. Здесь видно, что верхний слой дермантина отслоился и остался на подошве, поэтому его необходимо снять до полиуретановой подошвы. Только после этого можно приступать к поклейке подошвы. Для очистки подошвы от старого клея и отслоившегося дермантина можно воспользоваться обычной наждачной бумагой. Если же хочется быстрее, то можно воспользоваться специальными насадками для дрели. У меня есть такие два вида насадок, для дерева и для металла. Они вполне подойдут для чистки подошвы. Я сначала попробую снять такой прямоугольной насадкой с крупным зубом, чтобы снять кусочки старого дермантина. Преимущество такой металлической коронки от коронки из абразивного камня в том, что она меньше забивается и лучше снимает старый клей. Внутренняя поверхность после обработки получилась более шершавая, что способствует лучшему приклеиванию ее к основанию. Для чистки верха обуви от кусочков дермантина и клея нужно использовать абразивную насадку, потому что ткань тонкая и при использовании металлической коронки будет порвана. После этого берем растворитель и обезжириваем склеиваемые поверхности. Здесь у меня тканевая поверхность, поэтому необходимо клей нанести 2 слоями, чтобы прогрунтовать поверхность. Осталось подождать примерно 5-10 минут, когда не будет клей браться пальцем, и можно наносить второй слой. На этом туфле видно, что декоративная вставка металлическая оторвана, поэтому она телепается. Эта сторона шнурочком приклеена. Скорее всего, здесь шнурочек изначально порвался или его не было. Я буду использовать кусочек такого плоского шнурка. Слегка его проденем загнутую часть, которая здесь находится. Отрезаем лишний шнурок. Проклеим шнурочек декоративной вставки и промажем низ всей подошвы клеем. После того, как первый слой клея высох,
пальцем уже не берется. Наносим второй слой и ждем также 10-15 минут. Характерным признаком, что клей уже высох, будет молочно-бледная поверхность. Теперь можно приклеивать. Для того, чтобы активировать клей, его необходимо нагреть до температуры примерно 70-80 градусов. Для этого можно использовать или строительный фен, фен для волос, газовую или электрическую печь. Я буду греть на первом режиме, для того, чтобы клей не разрушился. И сильно прижимаем на свое место. Важно создать хорошее усилие, чтобы он полностью приклеился. После такой проклейки подошва на туфлях продержится еще долгое время. Вы были на канале Деломастера Боится. Смотри видео о том, как своими руками приклеить подошву на женские туфли. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.